Всем привет, меня зовут Александр Леонов, и это в Тренде VM. Этот выпуск я записываю специально для телеграм-канала Леонов.Рус «Управление уязвимостями и прочее», на который приглашаю вас подписаться. Сегодня я расскажу про 4 трендовые уязвимости декабря и финализирую статистику по трендовым уязвимостям 2024 года по версии компании Positive Technologies. Итак, трендовых уязвимостей в декабре было 4. Две из них в продуктах Microsoft. Повышение привилегий Windows Kernel Streaming Wow Thunk Service Driver. Уязвимость из августовского Microsoft Patch Tuesday. Уязвимость в обзорах не выделяли, о ней было известно только то, что локальный атакующий может получить привилегии System. Через 3,5 месяца, 27 ноября, вышел райтап с кодом эксплойта от SSD Secure Disclosure. Оказалось, что эксплуатация этой уязвимости была представлена на конкурсе Typhoon Pwn 2024 в конце мая. Исследователь получил за нее приз в $70 тысяч. Во врайтапе SSD отмечают, что коммуникация с Microsoft была непростой, и на момент проверки на последней версии Windows 11 уязвимость все еще эксплуатировалась. Непонятно, когда именно был этот момент проверки – до августовского MSPT или перед выходом райтапа в конце ноября. Если второе, то получается уязвимость может быть еще не исправлена, то есть Zero Day. Про эксплуатацию уязвимости в реальных атаках пока не слышно. Повышение привилегий Windows Common Log File System Driver. Уязвимость из декабрьского Microsoft Patch Tuesday. Уязвимость в стандартном компоненте Windows, доступна во всех версиях, начиная с Windows Server 2003 R2. Описание у нее типично для Elevation of Privilege Windows. В случае успешной эксплуатации локальный злоумышленник может получить привилегии из System. Причина уязвимости – Heap-Based Buffer Overflow. Microsoft сразу выставили признак эксплуатации вживую, однако не представили информацию о том, где эксплуатировалась уязвимость и насколько масштабными были атаки. 15 января для уязвимости появился публичный эксплойт от Алессандро Яндоли из HN Security. На GitHub доступен исходный код и видео с демонстрацией работы эксплойта. Локальный атакующий запускает exe файл в PowerShell и через секунду становится Anti-Authority System. Исследователь протестировал работоспособность эксплойта на Windows 11 23H2. Он также обещает опубликовать блог-пост с подробным анализом уязвимости. Удаленное выполнение кода в Apache Struts. Apache Struts – это открытая программная платформа для создания веб-приложений на языке Java. Она позволяет разработчикам разделять бизнес-логику приложения от пользовательского интерфейса. Благодаря масштабируемости и гибкости Apache Struts часто используется в крупных корпоративных проектах. Бюллетень безопасности с описанием уязвимости вышел 14 декабря. Ошибка в логике загрузки файлов позволяет неаутентифицированному злоумышленнику выполнить Path Traversal, загрузить зловредный файл и при определенных условиях выполнить Remote Code Execution. 20 декабря для уязвимости появился публичный эксплойт. Есть сообщения о попытках эксплуатации, но информации об успешных атаках пока нет. Вендор рекомендует обновиться до версии 6.4.0 или выше и мигрировать приложение на новый безопасный механизм File Upload. Обход аутентификации в плагине WordPress Hunk Companion. Компания ThemeHunk разрабатывает коммерческие темы для WordPress CMS, а плагин Hunk Companion предназначен для дополнения и расширения функциональности этих тем. У плагина более 10 тысяч установок. 10 декабря вышел бюллетень от VPScan с описанием уязвимости в версиях Hunk Companion плагин меньше 1.9.0. Уязвимость позволяет неаутентифицированному атакующему устанавливать и активировать на сайте произвольные плагины из репозитория WordPress.org. Эксплойт доступен на GitHub с 28 декабря. Несанкционированная установка плагинов опасна тем, что устанавливаемые плагины могут содержать свои уязвимости. Так, в инциденте, зафиксированном VPScan, злоумышленники устанавливали на сайте плагин VP Query Console с RCE уязвимостью CV 2024-50-498 и проэксплуатировали ее для установки бэкдора. Если вы используете WordPress, старайтесь минимизировать количество плагинов и регулярно их обновляйте. Пришло время финализировать список трендовых уязвимостей 2024 года по версии Positive Technologies. В прошедшем году к трендовым отнесли 74 уязвимости.
Для сравнения масштабов, всего в NVIDIA за 2024 год добавили чуть более 40 тысяч. Все трендовые уязвимости в западных коммерческих продуктах и open-source проектах. Уязвимости отечественных продуктов в список трендовых не попали. Для 55 из всех трендовых на текущий момент есть зафиксированные признаки эксплуатации в атаках. Для 17 есть публичные эксплойты, но нет признаков эксплуатации. И для двух оставшихся есть только вероятность будущей эксплуатации. При этом часто уязвимости добавлялись в трендовые и до появления признаков эксплуатации в реальных атаках. Так, например, уязвимость выполнения произвольного кода VMware vCenter CVE 2024-38812 была добавлена в список трендовых 20 сентября, через 3 дня после появления бюллетеней безопасности вендора. Для этой уязвимости не было признаков эксплуатации в реальных атаках и публичного эксплойта. Признаки эксплуатации появились только через 2 месяца, 18 ноября. В списке трендовых больше всего уязвимостей выполнения произвольного кода и команд 24, а также повышение привилегий 21. 4 уязвимости в Barracuda Email Security Gateway, Movie Transfer, PaperCut и Sugar CRM были добавлены в начале января 2024 года. Они активно эксплуатировались на Западе в 2023 году, но атаки с использованием этих уязвимостей могли по касательной задеть и те отечественные организации, где эти продукты еще не были выведены из эксплуатации. Остальные уязвимости стали трендовыми именно в 2024 году. 34 трендовых уязвимостей касаются продуктов Microsoft, 45%. Из них 17 – это уязвимости повышения привилегий в ядре Windows и стандартных компонентах. Одна уязвимость выполнения произвольного кода Windows Remote Desktop Licensing Service CVE 2024-38077. Две трендовые уязвимости касаются повышения привилегий в Linux. Одна в NF Tables, а вторая в Need Restart. Другие группы уязвимостей – фишинговые атаки – 19, компоненты Windows, Outlook, Exchange, GoScript, RoundCube. Сетевая безопасность и точки проникновения – 13, Palo Alto, Fortinet, Juniper, Ivanti, Checkpoint, Zixel. Виртуальная инфраструктура и бэкапы – 7, VMware, Vim, Acronis. Разработка ПО – 6, GitLab, TeamCity, Jenkins, PHP, FluentBit, Apache Struts. Инструменты совместной работы – 3, Atlassian Confluence, XWiki. Плагины CMS WordPress – 3, Lightspeed Cache, The Event Calendar, Hunt Companion. С полным списком уязвимостей вы можете ознакомиться в отчете Vulristics. Также читайте статью на официальном сайте Positive Technologies «Уязвимое ПО и железо versus исследователи безопасности». На этом все. Подробности по декабрьским уязвимостям читайте в нашем дайджесте трендовых уязвимостей и в посте на Хабре. Ссылки по QR-коду и в описании. С вами был Александр Леонов. Пишите ваши впечатления в комментариях и до встречи через месяц. Всем пока! Быть в угроз – самый правильный ход. Возьми телефон и отсканируй этот QR-код. Все самое нужное найдешь ты там. Обзоры важных уязвимостей, инструментов для приоритизации и детекта от VM вендоров, новости, обновления